Фух, ну и приключения. Есть такое внутреннее ощущение, не знаю, оно правильное или нет, что из этой задницы мы уже выбрались. А хотя, может, это временно. У нас еще следующее будет, и еще много. Как только сейчас вот из города выйдем, так начнется. Мы сейчас идем через город в Меркадону, покупаем кучу вкусного и дальше едем дальше в Португалию. Фу, ну это, конечно, вообще нету дороги, нету моста, и мы туда поперлись. Google карты так проложили маршрут. Вообще капец. Вообще. Я когда, перед тем, как садиться в машину, которая нас повезла, я посмотрел туда, маршрут, и смотрю, блин, а моста-то вроде нету. И я сразу спрашиваю у женщины, которая нас везла, а мост там есть? Она говорит, нету. И она очень быстро говорила, я почти ничего не понимал. И, в общем, приключения офигенные, офигенные. И вот мы в красивом центре интересного городка. И даже не скажешь, что 20 минут назад мы ходили по каким-то мусорным пригородам вонючим. Просто было капец. Уже час дня, а до Португалии еще 159 километров. Фух, налопались, и нам стало веселее. Кучу продуктов купил, засунул в рюкзак. В полный рюкзак засунул еще целую сумку продуктов. Кстати, на солнышке, на жарище, нам уже не так невыносимо жарко. После юга, после моря. Сегодня 16 марта, 14-й день нашей экспедиции. Video para recuerdos. ¿Puedo grabar video contigo también? Como quieras. ¿Cómo te llamas? José Antonio. 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 Como mi hijo. Como mi hijo. Antón. Antón. Se llama Antón. Ah, qué casualidad. Lo tengo aquí, si quieres llevar de recuerdo. Y un chaquetón. Muchas gracias. Muchas gracias. Ven, que me voy a... Класс, настроение повысилось. Приятный мужик. Ехали, разговаривали. Попрощались тепло. Движемся. Дорога вменяемая. Не то что какие-то проселочные. Так, нужно держать баланс такой. И на очень скоростную нельзя выходить. И на совсем убитую проселочную тоже желательно не попадать. Вот что-то среднее. Вот сейчас мы как раз на такой. А вот мы тут будем стопить сейчас. Выходим из кризиса. Поели, проехались. Место себе вполне симпатичное. Пальмы, сосны красивые. Мне нравится. Так, а ну-ка. А ну-ка. Ну, это была женщина, конечно, вероятность очень маленькая. Нас сегодня женщина подвозила. Это наша 4-я машина была за сегодня, и 3-ю, 4-ю мы совсем не ждали. Вот чувствуется прям прилив энергии и бодрости. Потому что когда долго ждешь, это, конечно, тяжело. Но мы работаем над собой. Вот еще раз подтверждается правило, что не надо ждать часами на одном месте. Мы сегодня утром на одном круговом перекрестке стопили машины, вроде нормальный поток. Но они все за нами в 10 метрах сворачивают в кафе завтракать. Там просто все заставлено машинами. И мы, я не знаю, 1,5 часа там стояли или сколько. Так, стоп, надо постопить. Нет. Там грузовичок, мы его пропускаем, а сразу за ним машина, и они не успеют среагировать. Ну, естественно. Сейчас проедет еще одна машина. Да тут какой-то поток. В общем, 1,5 часа на том перекрестке возле кафе простояли, как дураки.
Потом 2,5 часа по жаре, по пылюке, по вонючим пригородам. Это, конечно, было паршиво. Еще одна машина. Это было паршиво. Но зато потом на перекрестке среди ничего нам остановилась, по-моему, 3-я машина. Сразу же, мы не ждали. Para recuerdos. Grábela a ella. Grave. Hágala famosa a ella. Claro, famosa ella. Ella la Isabel. Y Isabel, vamos a estar en el monte aquí la boliviana con una española. Que haga adoptado Que a una va a española. trabajar. Era ella puta, no será ella puta. No me eche cuenta, Isabel. Ya saben que yo estoy loca. Cuanto antes venía seguido a la playa. Sabía ver los animales por ahí. Ay, yo quisiera verme un lince. ¿Un lince? Sí. ¿O te va? ¿Te viene aquí? Женщины угостили нас кульком наранха, апельсин. Кульком апельсин. Так, отлично. Там были женщины из Южной Америки и одна испанка. Ну, поэтому так радушно. Съели 7 апельсин вкуснейших на двоих. Вот так выглядит удачная полоса. Везут и дают еду. Ну что поделаешь, надо идти. На въезде в город стоим. И тут куча местного трафика. Мы тут только время потеряем. А через город пройти-то 2,5 километра. У меня же палец натертый. Еще с пляжа. Ну а что делать, надо двигаться. Идеальное покрытие для автостопа. У нас с собой в рюкзаках 4,5 литра воды и еды полный комплект. Рюкзаки такие тяжеленные. В 6 часов вечера я возле того места, где мы стопили, подошел к хозяйке такого аккуратного участка с большим газончиком. Спросил, где тут, вы не знаете, где тут можно поблизости поставить палатку? Она бельгийка и говорит, мы тут отдыхаем, но, говорит, не знает. Куда-то туда пойди, сюда пойди. Я зашел за ее участок, мы зашли, а здесь огромный оливковый сад. В общем, мы сюда углубились. Ну и вроде неплохо. Мы сегодня опять достаточно много ходили. 3 перехода, в сумме, наверное, 7,5 километров. Преодолели километров 75 пути. Но было такое редкое явление преодоления реки на пароме. В этом оливковом саду и вечером, и даже утром работали люди на тракторе. Но нам повезло остаться незамеченными. Прекрасное начало дня. Да, Антон? Да. Нас подвез Набиль, выходец из Марокко. На знаке Португалия 58. Застряли. Ну, это норма для нас в последние дни. Тут на юге Испании. И пройти туда особо некуда. 10 километров трассы до населенного пункта следующего. Неожиданно нас парень подобрал, километров 10 подвез. А в конце, когда мы выходим, говорит, вам нужно что-то? Еда, вода или деньги нужны? Я говорю, не-не-не, у нас есть, спасибо. Вот такой вот пейзаж очень часто нам попадается. Ничем не хуже Мексики. После Андалусии, хотя, правда, я не знаю, может, мы по-прежнему в Андалусии находимся, но там, возле моря, возле Кадиса. После тех земель
удивительно видеть пустырь, зеленый, где даже при желании вечером можно палатку там поставить вдали. Потому что там у моря каждый клочок земли занят. Или поле, или сад. Приткнуться вообще негде с палаткой. Хотя вот мы ехали, и водитель говорил, что здесь вот рядом самый большой в Европе национальный парк. Деревья, множество животных. Ну, не знаю, за забором. Где-то вход, наверное, есть. Но мы проехали мимо, ничего такого не увидели. Синее небо и пальмы. Да, живой природы не хватает мне. Радуюсь даже пустырям. На нашем пути попался неухоженный парк. Ну, классно, столько деревьев. Как я давно не был в настоящем лесу. В придорожном кафе набрал водичку, мне набрали. Холоднющая, ах, красота. Движемся. Бывший автостопщик нас немного еще подкинул, угостил какими-то вкусностями. Сейчас прямо и съедим на трассе. И поедем дальше. Уже Португалия наклевывается. Антон, ты веришь, что мы сегодня будем в Португалии? И природа изменилась. Боже, человеческая природа. Деревьев много. Холмы, трава зеленая. Нету такого, что прям полностью все вот в клочках земли обрабатываемой. Нету такого вообще. Человеческая природа. Ура! Едем в правильном направлении, значит. А я понял, что нас подбадривало в осеннем путешествии через 7 стран. Смена границ. Ты ждешь новой страны, отсчитываешь километры. Вот сейчас такое же настроение перед Португалией. Как природа изменилась. Зелень, деревья. Полей не видно. Красота. Я так не могу. Здесь так хорошо. Ой. Здесь так красиво, такие деревья, зеленая трава. Мы остаемся тут отдыхать до завтрашнего утра. Ага. А тут вся эта красота забором огорожена с колючей проволокой. Пум-пум-пум, пум-пум-пум. Да. Блин, ну печально, а? Такая красотища. И за колючей проволокой. И я не знаю, где эта колючая проволока заканчивается. Нет, ну сам бы я перелез, но с Антоном этим заниматься нету смысла. Да ну блин. Не могу успокоиться. Как же тут красиво. И колючая проволока. А вот так бы палаточку поставили и до завтра бы поотдыхали, полежали. Обидно. Ну, по правде говоря, там были муниципальный лес, тоже огражденный, но периодически там были входы открытые.
И даже попался там кусочек неогражденный, небольшой. Так что, в принципе, конечно, испанцы могут при желании этими лесами пользоваться. Нас еще подвезли. Продолжаем. А вот там Португалия. Вот точно так же я радуюсь, что скоро буду в Португалии. Тишина, тут вообще никто не ездит. Запахло Португалией. Проехала первая машина на португальских номерах. Тут есть машины. Ну как есть? То есть мы поняли, что у некоторых местных жителей есть машины. Но они ими неправильно пользуются. Они ездят в основном вот тут вот в свои хозяйства. А в Португалию никто не едет. До 6 часов осталось 35 минут. И мы пойдем в том направлении искать место в лесу, чтобы поставить палатку. И я помою голову. Антон мыл вчера. Переехали через мост между Португалией и Испанией. Красивые такие холмы, даже можно сказать горки, озеро. Наверное, водохранилище скорее. Да. Не успели мы высадиться, и я снял панораму этого озера, подошел мужичок с собакой и говорит: если хотите, вон там рядом есть публичный душ. Душ, туалет. Вот. А если вы хотите переночевать, то вон там лодка стоит, мол, на берегу. Вот там можете поставить палатку. В общем, рассказал, что здесь и как. Он немец, что-то 5 лет здесь живет. Интересно. Сейчас будем исследовать. Но уже реально вечер, машин нету. И мы еще там, на испанской стороне, хотели палатку поставить. Ну давайте поставим тут. Ой, как все интересно и необычно. Как-то тишина какая-то, какие-то каменные здания. Как природа резко поменялась. Сразу горы. Ой-ой-ой, красота. Ощущение прикольное. Тем более, что мы тут на самом деле, ну, прям не совсем легально. Смотрите, мужик не обманул. Туалет. Что насчет душа? Это не душ. Опа-па-па-па. Это тоже на душ не похоже. О! Душ. А вот общественное приспособление для стирки. Вы узнаете эти доски для стирки? И краник для воды, вот. Вот мы уже встретили одну пару путешественников. Да, вот люди ставят... А, вон, куча этих автодомов. И мы тут себе тоже расположимся. Ох, я ожидал проверку на границе. А здесь приняли. Говорят, вот тут можете помыться. Вот тут можете поставить палатку. Располагаетесь. И все ходят, здороваются. Hello, hola. Тут прям городок туристический. Как же шикарно все сложилось. Нашли вот такую зеленую низинку.
Классно. Все, отдыхаем. 200% гарантия, что это самое лучшее место за все наше путешествие. Вот это вот от Барселоны в Кадис и сюда. Сразу, как только въехали в Португалию. У меня культурный шок, что все так сложилось. Мы устроились в тихой низинке. Что это было раньше, непонятно. Нет, это не ручеек. Канава с плоским дном, поросшая зеленой травой. Холмы. Рядом стоят в автодомах туристы. Водохранилище. На берегу какие-то огороды. Тут все-таки есть местные жители, кроме туристов.